Привет, поклонники BTS по всему миру. Были ли слова Чингука просто спонтанным высказыванием, или же это было вскрытие старых ран, которые наконец-то были обнаружены публично? Почему одно предложение из его уст могло оставить миллионы поклонников по всему миру безмолвными, а то и тронуть до слез? И, что еще более удивительно, почему Тэхин стал центром этого излияния эмоций? Эти вопросы теперь заполняют умы ARMY, заставляя их копаться в подробностях этого вирусного и постоянно обсуждаемого момента. Инцидент начался на мероприятии, изначально призванном порадовать фанатов, но среди теплой атмосферы Чингук внезапно произнес слова, от которых застыла вся комната. Источники с места событий сообщили, что веселая атмосфера внезапно стихла, как будто всем нужно было время, чтобы осознать то, что только что сказал Золотой Мун из BTS. Многие тут же схватились за грудь, чувствуя неописуемую тяжесть. Эти слова были необычными словами, и они не были беззаботной шуткой, которую легко забыть. Заявление Чингука в тот вечер звучало многозначительно, словно рассказывая историю, никогда ранее не раскрывавшуюся публике. Некоторые ARMY, присутствовавшие на месте происшествия, даже утверждали, что видели вспышку эмоций в глазах Чингука. Смесь грусти, потери и желания защитить Тэхёна. Было ли это связано со слухами о напряженных отношениях, или за улыбками и милыми приветствиями перед камерой скрывались внутренние проблемы? Эти вопросы теперь стали темой бесконечных обсуждений на различных онлайн-форумах. Что сделало этот инцидент еще более поразительным, так это выражение лица Тэхёна сразу после того, как он услышал эти слова. Камера запечатлела его сияющие глаза. Не секрет, что Тэхён известен как теплый человек, который редко показывает грусть на публике, но этот момент доказал, что даже Ви из BTS не застрахован от глубокой эмоциональной боли. Вскоре после того, как видео инцидента распространилось в социальных сетях, хэштеги, такие как решетка Стайстрангтая Юнг и решетка Елавейоуэнкаак, сразу же стали мировыми трендами. Миллионы комментариев заполонили официальные посты BTS и фан-аккаунты, выражая как полную поддержку и сочувствие, так и глубокую обеспокоенность душевным благополучием участников. Несколько ветеранов, следивших за развитием BTS с момента их дебюта, попытались прояснить ситуацию. Они напомнили, что отношения Чингука и Тэхёна пережили множество взлетов и падений. Хотя они часто появляются на публике рядом, бывают моменты, когда их редко видят вместе, что порождает предположение об эмоциональной дистанции между ними. Однако этот последний инцидент вновь открывает главу, которая ранее казалась запечатанной. Источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что слова Чингука в тот вечер на самом деле были проявлением давних переживаний. По словам источника, Чингук чувствовал, что Тэхён в последнее время нес слишком большую ношу, как физически, так и морально. Он был свидетелем того, как Тэхён пытался скрыть свою усталость улыбкой, и это преследовало Чингука каждый раз при их встрече. Однако, что касается того, почему Чингук решил публично высказать это, было ли это стратегией, чтобы донести сообщение до определенной стороны, или же это был незапланированный момент, когда эмоции больше не могли сдерживаться, корейские СМИ начали копать глубже, и некоторые новостные агентства связали инцидент с плотным графиком Тэхёна, который якобы повлиял на его здоровье. Недавно сообщалось, что Тэхён получил легкую травму во время репетиции, хотя его агентство утверждало, что с ним все в порядке. Слова Чингука, казалось, противоречили этой информации, намекая на нечто более серьезное за кулисами. Ситуацию усугубило появление старого клипа, в котором Чингук говорит: «Я всегда переживаю за него, даже когда все думают, что с ним все в порядке». Клип снова стал вирусным и воспринимается как признак того, что опасения существовали уже давно. Армейские фанаты по всему миру достигли пика своей активности, требуя от агентств разъяснений, желая узнать правду об отношениях и благополучии своих любимых айдолов. Некоторые фанаты даже начали организовывать масштабные проекты, чтобы продемонстрировать свою поддержку, например, приобретая цифровые рекламные щиты и проводя массовые стриминговые мероприятия для сольных песен Чингука и Тэхёна. Хотя официальных заявлений от обеих сторон пока не было, этот момент произвел глубокое впечатление на поклонников.
Они воспринимают это не просто как случайный контакт на сцене, а как напоминание о том, что даже такой сильный человек, как Чингук, и такой умный, как Тэхён, может быть уязвимым, когда бремя становится слишком тяжелым, чтобы нести его в одиночку. Станет ли это поворотным моментом в их отношениях? Или же это станет началом новой главы открытости между участниками BTS? Одно можно сказать наверняка, слова Чингука в тот вечер создали еще один незабываемый момент в истории BTS, который армии по всему миру будут продолжать обсуждать, анализировать и вспоминать. После волны эмоций, потрясшей миллионы армий по всему миру, пришло время развеять все сомнения. Новость, которая вызвала у нас слезы и тронула сердце, не совсем соответствует действительности. На самом деле, большая ее часть основана на преувеличенных интерпретациях и фрагментах информации, лишенных первоначального контекста. Наша редакция провела тщательное расследование, пересматривая оригинальные кадры, сравнивая версии, циркулирующие в социальных сетях, и опросив нескольких свидетелей, присутствовавших на месте происшествия. В результате истинная картина произошедшего сильно отличается от драматичной версии, преобладающей в публичном дискурсе. Во-первых, слова Чингука, которые, как сообщается, растрогали Тэхёна до слез, на самом деле прозвучали во время непринужденной и теплой сессии вопросов и ответов. Чингук действительно серьезно посмотрел на Тэхёна, сказав, что хочет, чтобы тот заботился о своем здоровье и не перенапрягался. Но этот тон не был выражением конфликта, разочарования или старой обиды. Скорее, это было выражение искренней заботы со стороны друга, который был с ним больше 10 лет. Во-вторых, слезы на лице Тэхёна на видео, которое распространилось, появились после того, как они рассказали о тяжелых днях тренировок. Источник, сидевший всего в нескольких метрах от сцены, сообщил, что этот момент был частью трогательного ностальгического разговора между ними, а не болезненным заявлением. «Это были слезы счастья», — пояснил один из свидетелей. «Вы же их знаете, они как братья, иногда эти чувства просто вырываются наружу, когда вспоминаешь долгий путь, который они прошли». В-третьих, утверждение, что эти слова указывают на внутренние проблемы в группе, совершенно не подкреплено фактами. Агентство в кратком заявлении, опубликованном на следующий день после того, как видео стало вирусным, подчеркнуло, что между Чингуком и Тэхёном не было никакого напряжения или эмоциональной дистанции, у них были очень близкие и доверительные отношения, фанатам не о чем было беспокоиться. В-четвертых, видео, вызвавшее бурю негодования, на самом деле было отрывком из более чем часового репортажа. В нем было показано лишь несколько секунд без полного контекста, что привело к неверному толкованию. В полной версии, после того, как Чингук произнес эти слова, Тэхён широко улыбнулся, похлопал Чингука по плечу и сказал: «Я знаю, ты всегда обо мне беспокоился». Эта сцена даже вызвала смех зрителей, а не тишину, как в драматическом репортаже. В-пятых, всплеск популярности хэштегов, таких как решетка Стай Стрэнгтай Юнг и решетка Елаве Йоуэнкаак, которые ненадолго возглавили мировые тренды, действительно имел место. Но целью было не утешить двух айдолов в их конфликте. Скорее, эти хэштеги были созданы фанатами как выражение признательности и поддержки их крепкой дружбы. Многие армии восприняли этот момент как напоминание о крепкой связи BTS, сделав его поводом для празднования, а не для недопонимания. Эти факты ясно показывают, что драматическая история, изображающая отношения Чингука и Тэхёна на грани разрыва, не соответствует действительности. Однако распространение этой новости также отражает то, как цифровая эпоха и социальные сети могут усилить эмоциональное воздействие момента, даже превратив его в историю, далекую от реальности. Нам также необходимо понять психологию армий, которые так эмоционально привязаны к участникам BTS. В отношениях, выстроенных годами, каждый жест, выражение лица или произнесенная фраза могут вызвать волну сильных чувств. Когда видеоклипы распространяются без контекста, сознание фанатов склонно заполнять пробелы собственными предположениями, и зачастую эти предположения принимают наиболее эмоциональный характер. Это явление также неотделимо от роли развлекательных СМИ, которые часто делают акцент на кликбейтных заголовках для привлечения читателей.
Новостные заголовки, такие как «Слова Чингука заставили Тэхёна плакать» или «Отношения Чингука и Тэхёна накаляются», эффективны для разжигания любопытства, но часто жертвуют точностью и сбалансированностью освещения событий. Вот почему подобные разъяснения имеют решающее значение для коррекции общественного восприятия. Для ARMY, которые грустят или встревожены, эта новость должна стать облегчением. Между Чингуком и Тэхёном не было ни ссоры, ни расставания, ни скрытых ран. Напротив, этот момент – явное доказательство того, что их дружба остается нетронутой, даже крепче под жестким давлением мировой индустрии развлечений. Их отношения можно сравнить с двумя братьями, прошедшими вместе долгий путь. Они знают, когда шутить, когда быть серьезным, а когда напомнить друг другу. И для тех, кто знает BTS с самого начала, это нередкий момент. Чингук и Тэхён бесчисленное количество раз проявляли заботу друг о друге. От мелочей, например, одолженной куртки в холодную погоду, до серьезных дел, таких как поддержка друг друга в трудные времена. В заключение, эта история, вызвавшая беспокойство у миллионов людей, является одновременно свидетельством мощного влияния BTS на их поклонников и уроком того, что не все, что видно в социальных сетях, отражает истину. Важно всем нам проверять источники, искать контекст и не делать поспешных выводов, основываясь лишь на небольшой части истории. BTS, несмотря на всю динамику и давление, с которыми они сталкиваются, остаются большой семьей на сцене и за кадром. Непонятые слова Чингука Тэхёну – лишь один из тысяч трогательных моментов, доказывающих их нерушимую связь. И для ARMY это должно служить напоминанием о том, что их любовь и поддержка важнее беспочвенных домыслов. Теперь, когда все факты раскрыты, ясно одно: Чингук и Тэхён продолжают идти рука об руку, двигаясь вперед вместе и доказывая, что настоящая дружба не разрушится из-за видеоклипа или сенсационного сюжета. Они – пример того, что среди суматохи мира развлечений все еще есть место для искренних, крепких и любящих отношений, и именно поэтому BTS остаются незаменимым мировым феноменом.